Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю незабываемо вкусный, летний, очень легкий йогуртовый десерт без выпечки. Десерт, который съедается мгновенно, нравится как взрослым, так и детям, выглядит внешне очень красиво. Здесь главное знать пропорции, как правильно его приготовить, мусс йогуртовый. Все покажу, расскажу в данном видео. Готовить я его буду без сливок, без использования сыров дорогостоящих, из самых простых продуктов. Здесь 300 грамм обычного песочного печенья я измельчаю в измельчителе. Также, если у вас нет измельчителя, вы можете измельчать это все просто в пакете с помощью скалки. Все на ваше усмотрение. Кто хочет сделать основу для этого десерта менее калорийной, здесь следует брать либо печенье савоярди, либо самим испечь бисквит, который будет нежирным также. Здесь буквально следует испечь бисквит такой небольшой из расчета порции на одно яйцо. Я ссылочку вам оставлю в описании на торт «Птичье молоко». Я там использую такой бисквит в качестве основы для того торта. И как раз вот в форме данного размера можно испечь будет этот бисквит. 100 грамм растопленного сливочного масла туда добавляю. Все это перемешиваю и добавлю туда еще примерно 50 мл молока комнатной температуры, чтобы масса просто лучше объединилась. Если же вы хотите также сделать из печенья, но без масла, можно слегка, буквально здесь по капельке, добавлять молоко и посмотреть по консистенции, чтобы просто масса элементарно держала форму. И тогда вся эта основа будет менее калорийная. Здесь форма у меня для выпечки разъемная, 29 см в длину, 11 в ширину и 6 см в высоту. То есть это стандартная такая кексовая форма. Формы подобного размера продаются везде, поэтому проблем здесь, я думаю, нет с этим. 20 грамм желатина. Заливаю я холодной кипяченой водой, здесь воды у меня 120 мл, перемешиваю сразу и отставляю в сторону для набухания. Здесь я беру по вкусу фрукты и ягоды, фрукты, которые продаются всегда в супермаркете круглый год. Здесь я беру 4 мандарина среднего размера, 2 киви, 2 груши среднего размера, 400 грамм клубники свежей и 150 грамм винограда без косточек. 2 мандарина я нарезаю вот такими кольцами. И следующих 2 мандарина я нарезаю уже мелко для начинки. Сразу хочу сказать, конечно же, не обязательно здесь использовать мандарины. Здесь можно в качестве такого желтого фрукта для украшений брать и персики, и абрикосы, манго, кто любит. То есть все на ваше усмотрение, ананасы. Киви нарезаю 1 штуку вот такими кольцами, а остаток уже нарезаю, то, что там и кольца где-то не получились, нарезаю уже вот такими тоже треугольничками. Груши все нарезаю мелко. Здесь груша у меня сорт конференции, то есть груша должна быть спелая, но не должна быть такой жидкой. Конечно, здесь можно и голубику использовать, и бананы, и яблоки, кто любит. То есть все на ваше усмотрение. И черешню можно использовать, и малину, и другие ягоды. Здесь уже главное не брать слишком кислые ягоды и фрукты, потому что сладости, указанные для мусса йогуртового в этом рецепте, тогда будет уже недостаточно. Вот это очень важно. Виноград нарезать не буду. Клубнику просто каждую штуку нарезаю вот так вот на половинки. Здесь очень важно заранее приготовить все эти фрукты и ягоды. Выкладываю вот эти вот полукольца и кольца по бокам. И оставлю еще несколько штук для украшения верхушки этого десерта. И где-то 3/4 нарезанных фруктов и ягод я выкладываю сразу на основу. Пока я нарезала фрукты и ягоды, основа у меня находилась в холодильнике, вот забыла сказать. Оставлю ее опять в холодильнике, уже подготовленную вот эту основу с фруктами, и приготовлю очень быстрый мусс. — 400 грамм здесь у меня натурального йогурта 3,5% жирности, 8 грамм ванильного сахара, 400 миллилитров молока пастеризованного комнатной температуры
и 180 грамм сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки. Все это просто перемешиваю. Здесь вместо йогурта вы можете брать также сметану нежирную, кто хочет. Также можно взять греческий йогурт, более жирный, будет еще вкуснее. Набухший желатин разогрела в микроволновке и сейчас добавляю все это к йогуртовой смеси. То есть делается это все элементарно просто. Желатин здесь у меня 220 блюм. Это очень важно, потому что если у вас будет желатин более слабый, то десерт может либо не получиться, либо быть очень таким расплывчатым. То есть смотрите обязательно, чтобы желатин был у вас с хорошим сроком годности и чтобы он имел хорошую силу. 220 блюм – это примерно желатин от фирмы Доктор Оеткер с пометкой Gold. Половину йогуртовой смеси я сейчас выливаю уже на подготовленную основу. Обязательно не нужно ни в коем случае все выливать. Остаток ягод и фруктов я выкладываю также в форму. Здесь сразу хочу ответить на вопрос по поводу киви, допустим, и мандаринов, потому что экзотические кислые фрукты, бояться их не нужно. Здесь всего в пропорциях будет достаточно. От киви этот йогуртовый мусс никуда не поплывет. Все это переносится очень хорошо, если у вас будет нормальный желатин. Кто-то будет спрашивать, можно ли это приготовить на агаре. Можно, но вкус будет, немножко странный такой. Я не люблю молочные вот такие муссы готовить на агаре. Сейчас практически до краев я заливаю форму муссом йогуртовым и выкладываю сверху уже для украшения оставленные мной для этого кольца мандарина, также клубники и винограда. Если все-таки кто-то захочет готовить это на агаре, следует взять примерно 10 грамм агара силы 900, довести его до кипения в молоке, который мы используем, 400 грамм молока, до температуры примерно хотя бы 104 градуса. Сразу снять с плиты, остудить до теплого состояния и смешать с другими молочными ингредиентами. Но, как я уже сказала, что вкус молочных изделий, именно произведенных на агар-агаре, это вкус на любителя. Поэтому, прежде чем это делать, лучше, может быть, взять халяльный желатин и с ним уже как-то сделать. Обязательно сейчас убираю эту форму в холодильник минимум на 4 часа. Также показываю, как я это делаю в маленьких формах. Здесь у меня осталось немножко этого мусса. Можно также и в большой какой-то емкости был этот остаток мусса также залить. Я каждую форму обязательно смазала совсем небольшим количеством растительного масла без запаха. Это сделать нужно обязательно, так как мы готовили этот мусс именно на желатине. Изделия на желатине, они обязательно будут прилипать к поверхности. Если мы готовим что-то на агаре, изделия из агара никогда не прилипают к форме. Но с желатином совсем другая история. Остатки ягод я здесь и фруктов выкладываю в каждую формочку. Сейчас я убираю все свои изделия примерно на 4 часа в холодильник. То есть особенно большую форму минимум на 4 часа лучше убрать на ночь. Маленькие, конечно, застывают быстрее. Вот такие они идеально красивые получаются со всех сторон. Итак, десерт у меня провел 4 часа в холодильнике. Маленькие тоже стояли столько же, просто мне не было времени их доставать. Вот такие идеально ровные они получаются. Маленькие эти кексики, так называемые, они идеально отделяются от формы, потому что, еще раз повторяю, мы ее смазывали предварительно совсем небольшим количеством растительного масла без запаха. Сейчас я вырезаю из формы этот десерт. Ничего здесь бояться не нужно. Все прекрасно также отделится от формы, хотя мы ничем ее не смазывали. Можно было выстилать ее, конечно, и ацетатной пленкой, и бумагой для выпечки, но не у всех это есть, поэтому для домашнего десерта я считаю, это не обязательно делать. Форму здесь можно использовать и силиконовую, и также разъемную форму, как у меня. Все на ваше усмотрение. И если в силиконовой форме захотите готовить, обязательно смазывайте края именно растительным маслом, потому что изделие готовим на желатине. Вот такой идеальный разрез получается. Как летний десерт, это незаменимая вещь, я считаю. Десерты подобного плана лучше всего, конечно, нарезать большим ножом, чтобы идеально прорезались все ягоды и фрукты, особенно если вы захотите яблоки использовать для этого.
И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.